Приветствую, друзья! Впервые за довольно продолжительное время предлагаю окунуться в мир полноразмерных закрытых наушников. Причем говорить мы будем о актуальной на сегодня новинке Blon B60. Да, это та самая компания, что уже порядочно нашумела среди внутриканальных решений. Проведем некоторые сравнения, снимем графики и вообще поговорим о полноразмерах и их развитии. Собственно, поехали! Приходят наушники в большой, но достаточно тонкой картонной коробке со схематично изображенными героями обзора и подробными техническими характеристиками с обратной стороны. Из важного отметим импеданс 32 Ома и чувствительность 100 дБ на милливатт. В комплект нам положили небольшую инструкцию, она же гарантийный талон и 1,5-метровый витой такой матерчатый кабель на L-образном джеке. Кабель тут съемный на 2,5 мм коннекторах и сопротивлением равным 0,185 Ом, что просто отлично. Сами наушники выполнены в виде классической полноразмерной закрытой конструкции с довольно приличным прилеганием к голове. Причем регулировки размера тут как таковой нет, вместо нее выступает подвижная часть внутренней части от оголовья. Очень, конечно, интересное решение, но не без недостатков ощущается дополнительное давление на уши вверх. Возможно, конструкция еще разработается, но вот пока то, что есть. Верхняя часть оголовья сделана из жесткой такой металлической проволоки, а внутренняя, та что подвижная, мягкая, из поролона, обтянутого кожзаменителем. Приятно, что все подвижные элементы тут тоже выполнены из металла, чашечки же наделены двумя степенями свободы. Плюс-минус 90 градусов по вертикали и от 0 до 180 по горизонтали. То есть, по идее, сядут вообще на любые уши. Внешняя же часть у них это натуральное дерево, орех, что, на мой взгляд, придает модели премиальности. Внутренняя часть выложена, как и полагается, из поролона в виде съемных амбушюр. Внешняя часть у них тоже из кожзаменителя, а вся остальная матерчатая. Единственная моя придирка связана именно с этим элементом конструкции. Ухо туда хотя и помещается, но вот лично мое прям вот еле-еле. Можно было сделать чашечки и побольше. Хотя, не спорю, сидят они удобно, да и уши в них особо не потеют. Вот так вот это все и выглядит. В качестве излучателей здесь заявлены 50-миллиметровые динамики с напылением из бериллия, которые к тому же нам установили еще под анатомично правильным углом. Уши-то у нас все-таки не плоские. Ну и сверху мы имеем еще 3 отверстия для компенсации, а снизу 2,5-миллиметровые коннекторы для подключения кабеля. То есть при необходимости можно еще прикупить себе, например, балансную версию, если таковой разъем имеется в вашем усилителе. Выглядят наушники, конечно, очень круто, хорошо отсекают внешние шумы, да и пользоваться ими вполне удобно, так что нареканий каких-то к ним особенно и нет. Разве что посетовать на нескладную конструкцию и отсутствие приличной какой-нибудь сумочки для переноса. Для измерения возможностей данных наушников я использовал свой аудиоинтерфейс Moto M4, измерительный микрофон Behringer ECM8000 и соединительный XLR кабель от KNR. В результате мы получаем достаточно короткий импульс, прямо вот как в игровых решениях, и искажения в пиках, достигающие около 1%. Все, что ниже 100 Гц, не считаем. Фаза ведет себя вполне стандартно, затухание на 30 и 60 дБ составляют где-то в минимумах 77 и 97 миллисекунд. С солидными такими возмущениями в области низких частот. Настройка же АЧХ здесь оказалась, на удивление, очень даже удачной. Бас нам приподняли на 12 дБ, затем идет выделение области в 600 Гц, и потом уже выделение в 5 кГц. Получается 3 таких холма с разбросом плюс-минус 5 дБ. Выглядит все это, конечно же, не особо линейно, однако для полноразмерных наушников все это в пределах нормы. По звучанию же сразу хочется отметить отличную отработку затухания, легкую аналоговую теплоту и умеренно выраженные низкие частоты. Сделай их производитель чуть меньше, и уже была бы явная нехватка. А так бас скорее дополняет общую картину, не стремясь к доминированию. Тем самым, естественно, освобождая место для максимального раскрытия средних частот. Хотя, как по мне, модели не хватает хорошего такого низкочастотного базиса. То есть звучат Blon B60 скорее легковесно, а само звучание ближе к светлому. По выразительности и передаче эмоций я бы присудил героям обзора средний балл. Наушники все-таки ближе к нейтральным или даже мониторным. Зависнуть в них на пару-тройку дискографий лично меня совсем не подмывало. А вот что у них реально классно, это играть. Просто шикарные импульсы и позиционирование объектов. Тем, кто любит так называемые потные катки, очень понравится их скорость, точность и сухая нейтральность. Но это далеко не сюрприз. Все наушники Blon сделаны именно
вот в таком вот ключе. По глубине сцены компания, видимо, тоже решила рекордов не ставить. Пространство, конечно, читается, но скорее в ширину, чем в глубину. То есть оркестровая, мультиинструментальная и другая академическая музыка тут, скорее всего, в пролете. Для тяжа лично мне показалось маловато жирка на нижней середине, хотя такое легко правится эквалайзером. Высокие нам хотя и довели до самых пределов, но я бы назвал их хорошими только вот для своего сегмента. Никаких изысканных хвостов здесь нет, как и каких-либо очевидных проблем. Ничего не режет, не пилит и не свистит, да и вся грязь низкокачественного материала особо не подсвечивается. Все здесь более-менее сбалансировано и комфортно, без ухода в микронюансы, изрядную мелодичность или ярко выраженную эмоциональность. И да, для раскачки героям обзора понадобится нормальная такая мощность. Мне пришлось мой стационарный усилитель перевести в режим High, а там минуточку 6 Вт на канал. Чем-то попроще наушники тоже раскачиваются, но резкость при этом частично теряется. Имейте это в виду. По стилистике подойдет все, где не нужен сильный уклон в низкие частоты, высокая детализация или подробно прорисованная сцена в глубину. То есть почти все популярные жанры у нас здесь на коне. Ну а всяким ценителям тонкого лучше присмотреться к моделям постарше. В общем, модель получилась отменная, однако чего-то особенного она, на мой взгляд, в себе не несет. Те же внутриканальные модели от Fearless Audio звучат значительно интереснее и лучше. Но если вспомнить 7 Гц Timeless или Becase Autumn, то тут вообще, мне кажется, говорить не о чем. Все-таки внутриканалки шагнули очень далеко вперед, а полноразмеры отчаянно семеня теперь пытаются их догнать. По крайней мере, именно такие ассоциации складываются после тестирования Blond B60. Да, 50-мм драйвер с бериллиевым напылением придал звуку дополнительной четкости, но до прозрачности даже его не хватило. Ну и тянет модель уши все время вверх. Это довольно-таки меня напрягает. Хотя вот реально ничего в них не потеет, а вот это вот уже редкость. По сравнению с откровенно бюджетными лопухами Philips SHP2720 десятилетней давности, я, конечно же, вижу явное улучшение в проработке всего частотного диапазона, но суммарно они не то чтобы прям совсем кардинальные. Бас, по крайней мере, мне больше понравился у Philips. Ну а по плюсам дерево и металл — это очень солидно. Итогом полноразмерные закрытые наушники Blond B60 производителю удалось выдержать знакомым фанатам марки чуть отстраненном антураже с отличными скоростными характеристиками, не сильно доминирующим басом и очень комфортными верхами. Выглядят наушники просто огонь. Оценил, что кабель тут сменный, дорогие материалы и превосходная сборка. Однако в плане звучания понравятся они лишь тем, кто предпочитает нейтральный, чуть теплый звук с немного прижатой выразительностью и глубиной. Для игр же наушники просто превосходные. Думаю, именно для этих целей данные динамики разрабатывались, а Blond просто решили их так удачно приспособить еще и под нужды меломанов. Интересно было ознакомиться, но лично я еще больше укоренился в своей любви к внутриканальным решениям. Как таковых проблем у B60 я не нашел, но звучат они куда проще, чем я того требую от внутриканалок в этом ценовом сегменте. Кто играет, обязательно обратите на них внимание, но и тут есть загвоздка. С микрофоном придется что-то решать отдельно. Однако всяким игровым наушникам по звуку даблонов как до луны. А у меня на этом все. Это были полноразмерные закрытые наушники Blond B60. Всем добра, всем пока-пока. Подписывайтесь на канал и оставляйте свои комментарии под данным роликом.